Всем привет! Сегодня продолжаем путешествовать. Мы едем в Казантип. А вы знаете, откуда пошло название Казантип? И как вообще получилось так, что фестиваль начал проводиться на Крымском побережье? А все началось в далеком 83-м году, когда простой виндсерфер по имени Никита собрал свою группу друзей и поехали на Крымское побережье на машине. Я оказался в этом месте первый раз 27 лет назад, в 1984 году. При въезде, посмотрев на карту побережья, они поняли, с какой стороны лучше заехать, и решили повернуть либо направо на Черноморское побережье, либо налево в сторону Казантипского мыса. Поняв, что ветра могут дуть лучше с Казантипского залива, мыса, ребята предприняли попытку и очутились именно здесь, на Крымском побережье. Мы заехали, заняли какое-то место на берегу моря, разбили палатку, отвязали виндсерфинги от крыши автомобиля и вышли в море. Спустя годы было решено брать с собой больше друзей и заниматься не только спортом, но и проводить вечера за костром и музыкой. Так или иначе, с 1984 года мы приезжали сюда каждый год. Сначала это было 10 человек, потом 20, 50. Но потом вы знаете, чем все это закончилось. И вот, выбрав маршрут, они очутились на мысе Казантип. Как они проводили время? Ну, естественно, тренировки, естественно, они катались на серферах, но делать вечером было нечего, и они стали устраивать маленькие дискотеки. И вот с каждым годом дискотеки стали все больше, больше, шире, народ стал появляться. Спустя 4 или 5 лет Никита, появившись на пляже в Строгино, раздал визитки с надписью, что он является президентом некой ассоциации, которая занимается серфингом. Поставил простые столбы, организовал школу и начал тренировать ребят, которые приходили, соответственно, по этим флайерам, разданных на пляже. В середине лета он организовывал выездки сюда, на Казантип, и народу становилось все больше, больше и больше. Реально это производило впечатление массовости. Люди стали сюда приезжать. Хочу сразу сказать, что Казантип переезжал по Крыму несколько раз, то есть именно дислокация менялась. На Риге было вот здесь, а потом перешли на Татарку. А вы не помните главного там? Никита наш президент. Да, Никита президент Казантипа. А потом же они их перенесли куда? В сторону Судака. 5 гривен дайте еще, пожалуйста. Там они были, а теперь по Поповке, да? Они в Судаке были, они на Черное море выезжали. Даже одно время пытались Казантип перенести как таковой, именно уже фестивальный. Хотели перенести в Камбоджу, но власти Камбоджи тогда запретили. Дальше было выбрано место Поповка, и ребята очутились здесь в Поповке. С тех пор, это с начала 2000-х, место не менялось. Уже порядка 19 лет, на протяжении 19 лет все приезжают именно в это селение, и теперь это называется Республика Z. Почему Z? Ну, потому что в названии Казантип есть буква Z, и было переименовано Казантип в Республику Z. Сейчас, как вы увидите, наверное, это представляет порядка 6 гектаров территория. Начинается с раннего утра до самого вечера музыка, отдых, дискотеки. Привет, это лето 2019, мы в Поповке на Казантипе, здесь дохуя людей. Приехал диджей-групп. И увеселительные мероприятия. Это действительно интереснейшее место.
Я думаю, что надо сюда приехать летом и посмотреть, насколько здесь интересно летом. Сейчас, конечно, народу нету, но тем не менее, я думаю, что постройки нас впечатлят, потому что там очень много памятников, много интересных мест, которые стоит просто увидеть своими глазами. Ну и, естественно, надо не забывать, что здесь потрясающее море и очень красивый залив. Все, до пункта назначения остается считанные метры. Все, мы на Казантипе. Это один из двух песочных пляжей, которые вообще существуют в Крыму. Как вы знаете, в Крыму только галька и только камни. Вот это единственная коса после Саки, а первая это где Судак, тоже есть одна песчаная коса. Еще это место называется Мальдивы, Крымские Мальдивы. Какое шикарное море! Прям так и хочется раздеться и нырнуть. Я думаю, море холодное, наверное, плюс... Сколько? Плюс, наверное, 12-14. Конечно, это прям для моржей. Я знаю людей, которые любят в таких морях купаться, но это уж совсем холодно. Бля, я выходил в белом пиджаке льняном. Здесь было охуенно, вот как вы говорите. Вот это был тот самый Казантип, о котором вы все мечтаете. Вот он, знаменитый город Z, иными словами Казантип, где проходят вечеринки, танцы до упада, где массово скапливается народ и отдыхает как может. Вот мы приехали. Единственное, здесь сегодня, понятное дело, ничего и никого нету. Но масштабность все-таки увиденного, вернее, масштаб увиденного впечатляет. Вот эта башня вообще просто посередине. Я так подозреваю, это какая-то смотровая башня. Наверное, на нее сейчас подняться нельзя, но мы попробуем. Вот эти постройки, бары. Дорога любви, по ходу пьесы. Ура! Я счастлив, мы добрались. Как здорово, светит солнце. Офигенно, офигенно. Ну что, а это Стоунхендж по ходу пьесы. Да. Английский Стоунхендж. Здесь тоже есть Стоунхендж. Трон The City. Трон короля этой республики. Есть кальянная, смотрю. Столовая маленькая. Вот интересно, это, наверное, самый главный шатер дискотеки. Это тоже какие-то шатры. Наверное, вот чем-то они украшаются летом. Что-то из себя представляют, пока не могу сказать. Попробую найти фотографии и выложить. Да, точно. Это Dance Pole. Все в песке, ничего не убрано. А что тут летом творится, я представляю. Точно. Это бар. О! Офигенно. Ну что, здорово. Дорога идет наверх. Сейчас посмотрим, что сверху, как видно. Это тоже какие-то дэнс-полы. Тоже какие-то дискотеки. Заброшенный автобус, переделанный во что-то. Летающая тарелка, тоже бар, походу. У каждой постройки здесь свое название. Вот, например, вот этот ресторан, он называется Круассан. Дальше он Уфо на Марсе. Это маленький, наверное, тоже какой-то дискотечный клуб. Потом что-то непонятное, заржавеющее. Вон яйца Фаберже. Вот оно, это гнездо с большими яйками. Сама вся ракета сделана. И до каждого объекта вот такая вот дорога. Фактически можно пройти по кругу.
А, вон, даже в виде ракеты сделано. Правда, сверху нету этого самого накидки, но уже видно, что это летающая тарелка. Даже какой-то бункер. Вот еще дорога куда-то ведет наверх. Дядя НЛО, наверное, живет. Или дядюшка Мокус. А куда вот это ведет? Что здесь интересно? Какой-то ход. Да, какой-то бункер вообще. Обалдеть. Ну что, заходим? Оп! Куда ведет этот бункер? Офигеть, сколько здесь всяких коммуникаций. Я ближе к этому автобусу ЛиАЗ. Понимаешь, что это то ли это гигантская стрекоза. Вот рот, глаза. Да, или это даже кузнечик. Кузнечик, наверное, да? Точно. Карик и Валя. Вот они, ноги. Да, да, да. Лапы. Походу он ходит. Летом. Паук. Монумент независимости. Он сделан в виде того, что ни одна из железных палок не пересекается. То есть они независимы друг от друга. Это и есть Казантипский. Как это называется, Казантипский? Это что у них? Это получается... Статуя независимости Казантипа. Да, статуя независимости Казантипа. Строительство, ведет строительство триумфальной арки. Выполнено, видите, как будто огромные какие-то динамики или колонки. И вот будет подниматься вверх лестница. Но это еще не достроено. Сейчас посмотрю, что на той стороне. Ну вот мы поднялись. Уже дальше начинается деревня. Но как я понимаю, что это просто вход. Отсюда все начинается. Да, вот они делают официальный проход. Это будут ворота. Да, вот отсюда заходишь. Получается, проходим через металлоискатели, рамки. Выходим, поворачиваемся. И вот она, свобода. Рай. Есть ли рай на земле? Да, есть. Для молодежи он здесь. Ну что, открываем сезон. Смотрящая вообще вода. Сезон открыт.